Good evening. Добрый вечер. Happy Sabbath. С Днем Субботним. Здравствуйте. Yes. Hello. I had the blessing of going to Russia in 1990. В 1990 году мне довелось, у меня было благословение такое, я считаю, что у меня была возможность ездить в Россию. Operation Bear Hug. Медвежье объятие операция. From Walla Walla University. От университета Walla. And we went to Moscow. Мы были в Москве. And Komsomolsk. В Комсомольске. Khabarovsk. Petropavlovsk-Kamchatsky. Petropavlovsk-Kamchatsky. Beautiful. It was wonderful. Красиво, замечательно. Yeah, we had a very, very good time. We went to the seminary. Хорошо провели там время. Мы посетили семинарию. And they were just finishing that when we were there. Там только заканчивали строительство, когда мы были. It was wonderful. Прекрасное время было. Well, you have some tremendous kids. У вас здесь в церкви есть замечательные ребята. They were fantastic. Они просто себя наилучшим образом проявили. And Daniel. Даниэль. Yes. Is Emil here? Эмиль здесь? Is Max here? А Максим? No, Max. Макса нет, да? Yes. Who else do we have? Так, кто еще у нас здесь? Anybody else? That's it from our church. Yes, from this some church. more people here. It was wonderful. Very hard workers. Замечательно. Работали, не покладая рук. Very polite. Очень вежливые. Very helpful. Очень помогали хорошо. It was a fantastic trip. Очень замечательная поездка была. My wife, Lisa, my daughter Ellie, and Luke, we've lived in Spokane for about 13 years. Моя супруга Лиса, моя дочь Элли и сын Лук, мы живем в Спокене где-то 13 лет здесь живем. And we have been a part of Palisades Christian Academy, or what was before Spokane Junior Academy, all those years. И с тех пор, как мы приехали, мы сразу были вовлечены в Palisades Christian Academy. До этого она называлась Spokane Junior Academy. Все эти годы мы посещали эту школу. It has been a very big blessing in our lives. Для нашей семьи, для нас это было большим благословением. In fact, tonight we drove by the old school. Конечно, сегодня, когда мы сюда ехали, мы проехали мимо здания старой школы. Maple Ash. It's now a church. Вы знаете, где она находится? Maple Ash, там церковь сейчас. Yeah. Big playground outside. It's church. Там большая площадка, и, в общем, там церковь сейчас в этом здании. So when Mrs. Lenz asked me to go and help do worships, I had to say yes. Миссис Ленц, одна из преподавателей в школе, она попросила меня поехать с ними и быть духовным наставником, проводить богослужение, и я согласился. It's a lot of worships. Вообще, это очень много богослужений. 2 per day. 2 богослужения в день. I went with Ellie to Panama with Mrs. Lenz and Palisades Christian. Когда в Панаму ездили, я с Элли, мы поехали с школы с Palisades Christian Academy, мисс Лэнс, и дочь Элли моя была, я тоже ездил в Панаму. And then, of course, to Bolivia. Ну и, понятно, в этом году в Боливии мы были. Our text for the trip was from John 10:10. I have come that you may have life and have it to the fullest. Главным текстом в этой поездке у нас был текст из Евангелия от Иоанна 10 главы. 10 текст, там говорится: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». We live in a country that even if you are poor, you have much more than most people around the world. Мы живем в такой стране, где если даже ты беден, то у тебя гораздо больше всего, чем у большинства людей во всем мире. But it doesn't mean that you have a full life. Но даже это не обозначает, что здесь у тебя есть жизнь с избытком, или полная жизнь, если буквально переводить с английского. The words that the author uses
is a word that has to do with the essence of life. Life with passion and life that is full, not just living and breathing. Слово, которое автор здесь использует, оно говорит о полноте жизни во всей ее красоте. Passion — это страсть, можно перевести, может быть, не совсем правильно в данном контексте слова перевод. Но это обозначает не только физические какие-то дыхания, еда, а сама сущность жизни. So it's great to get the kids out of their environments and somewhere that they can experience life fully in service. Вот в этой поездке у нас была возможность ребят взять и отвезти в то место, где они могли испытать полноту жизни в служении. Where shall I point this? Так, куда мне направить это нужно? Is it turned on? It should be on the side. It's off. Now it's on, so let's try this. Ah, perfect. So, Selena, good to see you. Selena, рад видеть тебя. Another member of our team. Она тоже с нами ездила. Cochabamba, you've heard some about the trip, I know. Я думаю, что наверняка вы что-то уже слышали о поездке в город Кочабамба. Partnership with Maranatha, PCA, and the local congregation. В общем, это служение, оно объединяет усилия Маранафы, Палестинской и местной общины. There were 42 of us, 16 adults, 26 students. Всего поехало туда 42 человека, 16 взрослых, было 26 студентов. One interpreter. У нас на всех был один переводчик. That's okay. Но ничего. Mrs. Lenz, of course, Joe Stratty was our project manager, Melissa and Vern with kitchen, Katie with medical, and I did worships. И вот, значит, здесь команда, Руth Ленс, она как руководитель была, Джо Страти, директор по строительству, я так понимаю, Мелисса и Верн, они помогали с приготовлением пищи. Правильно, да? Да. Кэти, medical. Значит, Кэти, прежде всего, отвечала за медицинскую часть, и, соответственно, я Дэйв за богослужение. And most importantly, Benedict and Anacleta that had purchased the land and made the opportunity happen for us to come and build a church. Ну, и, конечно, очень важную роль сыграли Бенедикт и Анакледа. Они приобрели участок земли, там, члены местной церкви, и они как бы позаботились о том, чтобы у нас была возможность туда приехать. Two people, husband and wife, had a vision for a church, and because of them, they now have a church. Два человека, муж и жена, у них было видение о том, чтобы вот в этой местности была церковь. И благодаря им, благодаря их служению, сейчас там вот на этом месте есть церковь. Good looking group of kids, huh? Как вам кажется? Хорошо ребята выглядят? Да. Emil with sunglasses. В очках. Yeah. It was a fun group. Хорошая группа была. Sorry, I didn't have one without me. So we got to Cochabamba. Мы приехали в Кочабамбу. And we were greeted at the airport. И там в аэропорту нас встретила by the local church. Местная община. We stayed at a dormitory setting that was actually very nice. Мы ночевали в общежитии, и достаточно хорошее место там было. And we were able to have worships in a very nice area that we come together in the evenings. Вот здесь по вечерам мы собирались для того, чтобы проводить богослужение.
We had a lot of music. Музыки у нас много было. These are some of the valuable things we learned is that the kids didn't need any encouragement. We just turned them loose to do worship and they did fantastic. Вы знаете, что мы там обнаружили в этой поездке, что на самом деле ребят, в общем-то, и побуждать особо сильно не нужно было. Просто дали им возможности, и они сами очень активно участвовали в богослужении. We did some plays and skits for churches. Мы делали сценки разные. And we arrived at the job site shortly after we got there. Ну и, в общем-то, мы поехали туда, чтобы дело делать. В общем, недолго мы отдыхали после перелета, приступили к работе. How many of you have seen pictures of the church project? Кто из вас видел фотографии проекта этого церковного? Good. I'll describe a little bit. Я немножечко расскажу и объясню, что происходит. The view from here looked out all across the Andes Mountains. It was beautiful. Вид там замечательный, можно вокруг видеть горы, прекрасный вид. We arrived and the concrete was down for part of it and the framework was up. Когда мы приехали, часть этого территории, где здание мы должны были ставить, уже была залита бетонная подушка, и вот этот каркас металлический тоже не стоял. We needed to pour all the concrete back here and start laying block. Нам нужно было залить бетонную подушку, продолжить вот в этой части и начать с выкладки кирпичей или блоков. Fortunately, we had tarps, so we didn't get burned up. К счастью, у нас там был тент, можно было накрыть эту конструкцию, и солнце нас не спалило. And this became a very busy area. И вот этот участок, он был очень-очень-очень таким загруженным. For building. Ну, для работы, для строительства. We got up to over the windows and to the roof. Мы подняли стены, вот выше окон, почти к крыше. And there were some communication problems on our trip. Надо понимать, что были сложности в общении. And that happens, right, when you go to a different country. Так случается, когда ты едешь в другую страну. It happens with people next to you in the pew, right? Здесь, когда даже со своими вот рядом сидишь, иногда бывают проблемы с тем, чтобы понять друг друга, не так ли? And we had to undo some of what we had done. Пришлось кое-что переделать из того, что мы делали, нужно было там кое-что разобрать пришлось. Maranatha builds these churches around the world. Маранафа строит эти церкви везде, во всем земном шаре. Every country has their own permits and codes and laws. Ну и вы понимаете, что в каждой стране есть свои определенные законы и свои определенные положения, коды, которые нужно учитывать при строительстве. And some of the measurements got lost in the translation. И пока мы переводили туда-сюда, там кое-что у нас с переводом единицы с одной единицы в другую тоже там небольшие ошибки получились. But we got up to the top of the sidewalls and started to close in the gables. Значит, мы вот эти боковые стены закрыли почти до конца и стали вот эти подлет закрывать. And I think that's the only time I ever saw Daniel sit down. Мне кажется, вот для этой фотографии это единственное время, когда я видел, чтобы Даниэль сидел. Right, Daniel? Так, да? We got to a certain point and we realized we were not going to finish the project. В определенный момент мы осознали, что, наверное, мы не сможем довести этот проект до конца. There was a large open gable and we were going to be having worship the next day. Вот здесь вот у нас оставалось еще открытый участок стены, и мы понимали, что у нас уже день подходит к концу, нам на завтра нужно было уже проводить богослужение в этой церкви. So we turned some of the girls loose. Selena, yes? We turned some of the girls loose to decorate a cross for the gable. Поэтому мы дали некоторым девочкам, вот Салина в том числе, волю или свободу для самовыражения, чтобы они как-то украсили вот это строительство, это строение. And there was some real disappointment among some that
we were not going to finish, some frustration, Да. disappointment. И я видел, что в некоторых глазах читалось разочарование такое, что мы не смогли довести до конца этот проект. And you sort of just have to realize that this is not our project, this is God's project. It's Maranatha's project, it's the project of the church, and the people will be blessed regardless of how it gets completed. Ну, и нам нужно было просто напомнить себе, что это не наше дело, это дело Божие, и это Маранатha, местная церковь, они вовлечены, и сколько мы сделали хорошо, что могли, то сделали. So those are some of the valuable things we learned in building. Ну вот некоторые моменты, которые мы осознали, пока занимались строительством. I don't have great pictures of medical or of VBS. У меня нет хороших фотографий команды, которая занималась медицинским служением, и той команды, которая проводила детскую школу библейскую. But that was a very big part of the trip. Большая часть нашей команды, она была вовлечена вот в эти проекты. This is where I hung out. Я просто здесь больше всего времени провел, поэтому у меня здесь фотографии, эти фотографии больше. We learned some things on the trip. Мы, пока ездили туда, кое-чему научились. Many hands makes light work. Много рук, и работа легче. Isn't that true? Не так ли? In church, А в церкви так? the insurmountable is possible when people show up and help. Очень много можно сделать, если люди приходят, вовлечены и как-то помогают. I was amazed. We came and there was a blank piece of concrete and we left and there was a structure that we could worship in. Для меня было удивительно, что когда мы приехали, там была просто бетонная подушка, бетонная такая площадка, и когда мы уезжали, там уже было место, где можно было проводить богослужение. We learned that animals are great in every country. Еще один урок, которому мы научились, это что животные, они замечательны в любой стране. This was one little guy that came and visited us every day. Этот парень приходил к нам каждый день, посещал нас там. What was his name? Как его звали? What was it? Diogi. Диоджи. Dog. And we learned that Daniel should have chickens. И мы поняли, что Даниэлю нужно курочек завести. He did not catch it. А он так и не поймал этого птушка. We learned that around the world, as many of you know, because you've come to this country, people are basically the same wherever you go. Мы научились или поняли, осознали, что вокруг, во всем земном шаре люди есть люди. В общем-то, вы, наверное, это знаете, вы когда переезжали, вы это видели, что люди везде в каком-то смысле одинаковые. People are trying to raise their families, Люди хотят вырастить свою семью, детей, provide a life for their children. обеспечить будущее детям. I walked up into this yard where they were building a new structure. Я вот был вот на этом участке. So, you were walked up? I did. I walked up to their house where they were building. Они, вот эта семья, они там строили на этом участке жилье, и я прошел туда к ним. It was next to the church. И это было по соседству с церковью. And this little guy just smiled every time. И этот малыш, он улыбался каждый раз. People around the world are trying to get their children educated. Люди пытаются дать образование своим детям во всем мире. People around the world are going off to work to earn a living. Людям приходится на работу ходить, чтобы зарабатывать на жизнь. People are caring for those that they love dearly. Люди заботятся о тех, кого любят.
regardless of where you are in the world, life is complicated. И ты приходишь к осознанию, что где бы ты ни был в любой части земного шара, жизнь — это непростая штука. And everybody's carrying a burden in their life. И каждый несет какую-то ношу в своей жизни. A lot of our lives kind of look like this. И часто жизнь выглядит вот как вот это. Anybody an electrician here? Здесь есть электрики? Can you believe this? Представляете, да? I imagined a car crashing into this telephone pole and the ramifications it would have in the neighborhood. Я когда увидел, представил, что будет, если машина врежется в этот стол телефонный. Что будет вот со всеми этими микрорайонами? So all of our lives are full of burdens that sometimes are seen, sometimes are unseen. И жизнь каждого человека, где бы он ни находился, полна переживаний или ноши, которую он несет. Это может быть очевидно для окружающих, и в некоторых случаях что-то, может быть, никто не знает об этом, не видит. And one of the things I love personally about traveling is that I'm reminded of that every time, that we're much, much more similar around the world than we are different. И это один из моментов, который мне нравится в путешествии, что когда я путешествую, я вижу, что мы во многих вопросах гораздо более схожи по всему миру. У нас гораздо больше всего общего, чем у нас есть отличий. We learned some essential things on our trip as well. Мы научились некоторым очень важным, жизненно важным вещам. We learned that a smile goes a long ways. Мы осознали, что улыбка может очень много сделать. I love this man. Я люблю этого человека. He had this smile on. This was the church service that we worshiped together. Эта фотография сделана на богослужении, когда мы поклонялись Богу вместе. And you cannot see it, but he had a tumor on his head that was huge. Здесь, конечно, не видно, но у него на голове огромная опухоль. Probably no medical care. Наверное, нет возможности или нет никакого медицинского ухода он не получал в этом. Probably no idea what was going on, really. И, наверное, он даже не знает, что именно там But происходит. he had this infectious, contagious smile. Но у него на лице была вот эта постоянная эта улыбка, заразительная такая. Smiles are universal. И улыбка — это нечто универсальное. Another essential thing we learned is watching the children is that it's good to be curious and wonder. These children were looking in the windows of the church. Пока мы наблюдали за детьми, мы как бы научились тому, что нужно продолжать быть любопытными. Вот фотографии детей, которым было любопытно, было интересно, что происходит, вот они заглядывают в окно строящейся церкви. We were reminded that people are looking for solutions, looking for answers in their lives. Да, мы осознали, что люди, все люди, где бы ни были, они ищут каких-то ответов на вопросы, каких-то решений проблем в своей жизни. And we were reminded that music is the language around the world. Что еще мы как бы напомнили, мы осознали, что музыка — это тот язык, который объединяет людей по всему миру. I didn't understand what you were singing tonight. Сегодня то, что вы пели, я не понимал, But it was beautiful. но это было красиво. And I could listen to your voices Я слушал ваши голоса and hear things that you don't hear when you're thinking about words. и слышал те вещи, которые ты обычно не слышишь, когда слышишь слова или понимаешь слова. So what we say in church is important. Что мы говорим в церкви, очень важно. I don't know if it's the most important. What we say or what we see. I don't know if it's the most important thing about church. To sing. What we say.
Я не знаю, то, что мы говорим в церкви, это самое важное, самое неважное это в церкви. I lived in Thailand for a year. Я прожил год в Таиланде. I went to church every week. Каждую неделю я ходил в церковь. I understood about that much И примерно вот столько вот понимал. on the last Sabbath. В последнюю субботу. But I was blessed in ways I never thought about Но going to church in America. благословения, которые я там испытывал, были гораздо выше или гораздо больше того, что я мог бы подумать себе, пока посещал церковь здесь, в Америке. And music is a big part of that message that we give to people. И музыка – это очень большая, существенная часть той вести, которую мы приносим людям. This is Benedict and Anacleta. Вот это вот те самые Бенедикт и Анаклита. We learned that you can never lose with service. Мы осознали, что служа, ты на самом деле ничего не теряешь и не проигрываешь. One of the things I told the kids is life is full of complications and disappointments. Я говорил с ребятами на богослужениях о том, что жизнь полна разочарований, каких-то неудач. And oftentimes that's right here in the church. Иногда или часто это бывает, вот эти разочарования бывают внутри церкви. And I encourage them, and if they're discouraged about that, И я говорил с ними о том, что если они расстраиваются из-за этого, that's okay. Just walk out those doors and go do something for somebody else. вот, я им говорил о том, что это не страшно. Закончилось время, ты вышел, пожалуйста, иди и служи, делай что-то для других людей. We talked about the fact that Jesus is always the solution to those disappointments or doubts or discouragements. Мы говорили о том, что Иисус – это решение, это ответ на вот эти вопросы, сомнения и разочарования. This was the view from where they worship. Это вот вид с места богослужения. So there is a congregation in Cochabamba, Bolivia. Значит, вот в этой Кочабамбе, в городе Кочабамба, в Боливии, есть община, That maybe now, maybe in a little while, will be worshiping. которая сейчас, может быть, чуть попозже, будет проводить богослужение. Sabbath morning. В субботу утром. And it's because of support of your church. И это благодаря поддержке, которую наша церковь также оказала. And the talents of your kids. И благодаря талантам ребят. And your belief that God calls us to do something for people outside of our own community. И благодаря вашей вере в то, что Бог ожидает от нас, что мы будем делать что-то для людей вне пределов нашего микрорайона, нашего непосредственного соседства. I grew up a Seventh-day Adventist. Я вырос как адвентист Седьмого Дня. And you learn a lot of things as a Seventh-day Adventist. И будучи адвентистом, ты много чему учишься. Sometimes you learn so much you can't remember it. Иногда ты изучаешь столько всего, что даже запомнить невозможно. Sometimes you learn so much you get a little confused about which way is up and which way is down. Вот. Иногда ты столько всего изучаешь, что в конце концов не можешь разобраться, где там, как поставить, что с ног на голову, где у тебя там, что, где вверх, где низ. And there's a verse in the Bible I've always enjoyed very much. Но есть библейский текст, который мне всегда очень нравился. Carry each other's burdens. Носите бремена друг друга. And in doing this, И таким образом you will fulfill the law of Christ. исполните закон Христов. It's simple. Так просто. Sabbath is important. Суббота – это очень важно. Things that we believe as Seventh-day Adventists is important. Те положения веры, в которые мы верим как адвентисты, они очень важны. Paul says, though, what fulfills the law of Christ Однако же Павел говорит, что исполняет или
каким образом исполнить закон Христов, is carrying each other's burdens. это носить бремена друг друга. It was a pleasure to work with your kids. Мне было очень приятно с вашими ребятами вместе работать. They were a blessing to me. Для меня они были благословением. Let's pray. Давайте помолимся. Dear God, Господи Боже, we thank you so much for the sun that's beaming through this church tonight. мы благодарим Тебя за лучи солнечного света, которые проникают в это церковное здание сегодня. We thank you for the blessing of the Sabbath. Мы благодарим Тебя за благословение субботы. We pray that as we worship you tonight, tomorrow, that we will catch a glimpse of your kingdom. Я молю Тебя о том, чтобы, когда участвуем в богослужении, мы сегодня утром будем поклоняться Тебе, чтобы, Господи, мы уловили хотя бы отблеск Твоего Царствия. I thank you so much for this church Благодарю Тебя за эту церковь and for the kids that are represented at the school. и за ребят, которые представляют школу, That have been a blessing to Palisades Christian. которые были благословением для Palisades Christian Academy. And I ask that you'll continue to bless this congregation Я прошу Тебя о том, чтобы Ты продолжал благословлять эту общину and the families here. и семьи, которые здесь. We ask that you'll give us courage Прошу Тебя о том, чтобы дал нам мужество, to carry people's burdens around us. чтобы мы, Господи, носили бремена людей, которые вокруг нас. Amen. Аминь. Аминь. Do you have any questions?